Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Так как на дворе стоит лето, то я, конечно, решила сделать себе очередной браслетик. Вообще, я в свое время увлекалась, делала из всяких бусинок, из бисера. У меня целая сумка, если честно, всякой фурнитуры, бусины, деревянные, всякие. Я уже показывала, какими я нитки использую для вышивания. Это нитки Коко из мерсеризованного хлопка и немножко ирис я буду использовать. Я, вы сами видели, обрезала просто обычная стропа, подпалила краешки зажигалкой, чтобы они у меня не сыпались, и буду вышивать. Девочки, показываю прямо подробненько для тех, кто в первый раз смотрит мой канал и не знает стежки декоративные. Это очень легко и просто. Главное просто начать. Мне многие очень зрительницы мои говорили, что написали в комментариях, что действительно, благодаря моим видео начали вышивать, и ничего сложного. И некоторые в таком достаточно солидном возрасте даже впервые взялись за это дело. И у всех получается. Главное начать. А кроме того, меня смотрят и совсем небольшого возраста дети, оказывается. Мне вот одна зрительница в комментариях написала, что дочка у нее увлеклась благодаря моим видео вышиванием. Ей в мае всего 8 лет исполнилось, и я хочу ей передать огромный привет. Вика, ты большая молодец, и я очень рада, что у вас с мамой общие интересы. Ну, а я хотела похвастаться. Уже многие зрители заметили и даже меня поздравили. У меня на канале 100 тысяч подписчиков. 19 июля моему каналу было ровно 2,5 года, а 17 июля число моих подписчиков достигло 100 тысяч. Я этому очень рада и, конечно, с удовольствием принимаю поздравления от всех в комментариях. Пишите мне, поздравляйте, мне будет очень приятно. Теперь буду ждать серебряную кнопку от YouTube. Правда, со мной еще не связались, но я думаю, это дело времени. И, кстати сказать, в Россию ведь сейчас не высылают кнопки, поэтому мне придется еще подумать, какой им адрес говорить. Надо будет куда-то за границу высылать эту кнопку, через знакомых получать. И потом я вам, конечно же, видео сниму, покажу, когда она до меня доберется. Но это еще дело будущего. Пока что вот буду просто радоваться тому, что у меня 100 тысяч подписчиков. У меня в городе всего 80 тысяч человек живет, а подписчиков у меня уже 100 тысяч. Это очень меня радует, прямо здорово. И, конечно же, я хочу сказать огромное спасибо моим подписчикам, которые оказывают мне огромную поддержку своими лайками, комментариями. Ваши добрые душевные слова в мой адрес просто стимулируют и дальше вести канал, находить новые идеи. А благодаря профессиональным советам знатоков предоставляется возможность совершенствоваться в рукоделии не только мне, но и всем остальным, всей вот нашей теплой компании в 100 тысяч человек. Кстати, я сегодня практически не комментирую вышивку, не называю стежки, но у меня есть несколько видео, как научиться вышивать, и я обязательно оставлю ссылочки в описании к видео для тех, кто только присоединился к каналу и собирается вот научиться. Это несложно, и там я буду говорить и названия стежков, и более подробно их показывать. И, кстати, если вы хотите здесь, вот у меня скорость в 2 раза увеличена, для того, чтобы видео не затягивать. Но в настройках вы можете скорость сделать такую, как вам удобно, на какой вам удобно смотреть. Кроме того, в YouTube есть функция, что вы можете просто приблизить момент какой-то, вот просто пальцами, как на экране телефона, фотографию приблизить. То же самое можно видео в YouTube приблизить. Это действительно интересная функция, не так давно появилась. Очень помогает, особенно когда нужно рассмотреть какие-то мелкие детали. А я потихоньку заканчиваю уже свой браслетик будущий, вышивку. Кстати, очень легко вышивается по этой стропе. Она такая плотная, жесткая, и поэтому, конечно, удобно. Не надо ни натягивать, ни пяльцы никакие. Смотрите, у меня вот такая резиночка, купила в магазине для рукоделия. Я из нее буду делать петельку. И так как стропа сама по себе, она жесткая, но при этом она такая рыхлая. И чтобы вот этот узелок у меня не выскакивал наружу, то я вот взяла кусочек ткани. Можно вообще любого цвета, ее видно не будет. И вот через ткань уже я делаю эту петельку, чтобы вот эта ткань уплотняла мне вот эту мою стропу.
Вот, завязала узелок, пропихиваю. Самое трудное место это там, где ушко пропихнуть. Вот, обрезаю ножницами на той длине, как мне надо. Протягиваю ее, завязываю узелочек, и все, петелька готова у меня. И браслет в результате получится, благодаря тому, что петелька, она такая вот тянется, браслет получится на любой, ну не на любой размер, но так плюс-минус на несколько размеров. То же самое я такую же делаю подкладочку из ткани для пуговицы. И буду ее пришивать вот тоже через вот эту, потому что проскакивает. Я попробовала без вот этой подкладочки, проскакивает узелок наружу, и не пришьешь его толком нормально, крепко, чтобы было. А с этой тканью очень хорошо получается. Заднюю часть, изнанку, чтобы вот не закрыть вот эти швы, узелки все, я просто взяла фетр, вот обычный искусственный фетр, который в магазинах рукоделия продается. Он, кстати, достаточно нормально себя ведет в изделиях. Я как-то делала себе, может быть, кто давно со мной на канале помнит, я делала брелочки из фетра, тоже вышивала. Я могу оставить тоже ссылочку на эти брелочки. И он достаточно хорошо себя ведет. У меня уже, наверное, 2 год или 2 года уже как этому брелку. Ну и ничего с ним не случилось. Все держится хорошо. Ну, кое-где катышки появились, но это вот для изнаночной стороны это вообще не важно. Но я и не думаю, что это годами надо носить такие браслеты. Делается буквально за час вы этот браслет сделаете при определенных навыках вышивания. Вот зигзагом просто пришила по краям. И все. Можно, кстати, пуговицу пришивать потом, но я решила скрыть все узелочки. Вот смотрите, я этих браслетиков наделала прям вот много. У меня очередь за этими браслетами. У меня сын старший, друзья его, все говорят и мне, и все хотят такие браслеты. Так что имейте в виду их, а продаются, я посмотрела, по 1000 с лишним, где-то, где посложнее вышивка, еще дороже, и по 5000. Вот такие я сделала вот из фурнитуры. Но мне больше понравилась застежка на резиночке, потому что там размер может, разный быть за счет резиночки. Вот с фурнитурой с этой только на определенный размер, и все. А с резиночками, да еще вот если 2 пуговички сделать, можно и поплотнее, и посвободнее надевать. Очень мне понравились они, и вообще многим понравились, как оказалось. У меня реально прямо очередь за этими браслетами выстроилась. Смотрите, какая красота. Можно, чтобы вот этот фетр немножечко выглядывал, тогда он как бы сочетается вместе вот со общей композицией. И очень даже симпатично. Где-то у меня выглядывает, где-то не выглядывает. Прям хорошо получилось. Мне очень нравится. Мне самой нравятся эти браслетики. Прямо классные. Смотрите. Он не должен прямо плотно-плотно сидеть, но и при этом болтаться вот совсем тоже не должен. Поэтому, если будете делать на продажу, делайте разного размера. Стропа сейчас самых разных цветов. У меня, кстати, еще не использованный остался коричневый цвет и бежевый. Но я думаю, и до них руки дойдут. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.